Друзья, вот сейчас я нахожусь во дворах между улицей Ленина и улицей Тургенева. Вот такие интересные домики. Сейчас посмотрим. Во всяком случае, архитектура этих домов не избитая, не просто вот, знаете, свечки такие стоят. А тут вот каждый домик, видите, имеет свою индивидуальность. Вот. Это вот между Ленина и Тургенева. Парочка. А сейчас мы с вами пойдем абсолютно. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Наконец-то мы с вами встретились. Наконец-то у меня выдалась возможность снять хоть какое-то видео. Сегодня у нас будет с вами прогулочка по улице Ленина. Вот. У нас морозы как бы немножко отступили, и пришел опять небольшой циклон, и температура повысилась. Я не знаю, сейчас может быть градусов 16. Поэтому я решила использовать эту возможность хоть что-то снять. Ну, а сначала, друзья, мы с вами пройдем по площади Славы и спустимся на мемориальный комплекс. У меня просто люди попросили посмотреть, если там одна фамилия. Ну вот, подходим к этой стене. Сейчас будем искать. Очень много фамилий. Очень много. Посмотрите, сколько много фамилий. Сколько человек сложило свои головы. Вечная память павшим героям. Друзья, еще раз посмотрите, сколько много фамилий. Просто даже не знаю, что сказать. Вот сколько людей погибло, сколько людей сложило свои головы, защищая нашу страну. Друзья, ищем фамилию на букву «С».
списке на букву «С». Теперь мне надо найти фамилию. Ой, так далеко. Ничего не видно. Короче говоря, дорогая моя Ольга Солнцева, вы знаете, я не нашла этой фамилии. Вот есть Так, есть Сановин, есть, понятно, не видно отсюда. Сановин вот. Все, а больше нету. И сразу идет Соплев, потом Сараев, Сорока. Даже не знаю, что и сказать. Что ж, друзья, вечная память павшим героям. Ну а теперь, друзья, давайте поднимемся на площадь Славы и начнем свой путь по улице Ленина. Сначала немножечко вам такую историческую справочку. Как вы знаете, но во всяком случае хабаровчане знают, наш город расположен на 3 холмах. И вот улица Ленина – это центральная улица города Хабаровска, магистральная улица. Она расположена на холме, который в свое время носил название Артиллерийская гора. Вот. Почему она так называлась? Потому что на ней было расположено некоторое количество военных складов. Затем в 1880 году она была переименована в улицу Барановскую в честь военного губернатора Амурской области Баранова. Ну, а после революции в 1917 году она получила название, имя, вернее, Владимира Ильича Ленина. Каковое и носит до сих пор. Вот улица Ленина у нас начинается от улицы Тургенева, вот она проходит, и заканчивается на месте, где раньше находилась площадь 50-летия СССР. Ну, как вы понимаете, сейчас такого названия не существует, площади тоже не существует. Там просто сейчас перекресток улицы Ленинградской, улицы Ленина. Это в районе завода управления Дальдергамаш. Вот такие вот сведения. Ну что, идем гуляем. Что мне даже жарко стало. Поднялась площадь. Снежочек идет. Хорошо. Здесь у нас находится школа. Номер не знаю. Может, кто из хабаровчан из бывших здесь учился. Напишите в комментарии, что мне лень подходить к ней. Улица Ленина, дом номер 8. Продолжаем нашу прогулку. Сейчас мы подходим к перекрестку улицы Ленина и улицы Комсомольской. Сейчас мы его пройдем. Беленько.
Сейчас мы идем по четной стороне улицы. Хватит у меня заряда, чтобы пройти по нечетной, потом мне уже нужно дойти до конца улицы, видно. Потом вернуться к ее началу. Ну, посмотрим. Сейчас мы подходим к перекрестку. Улица Ленина, улица Калинина. В принципе, мой район. Так, а вот здесь у нас находится детская школа искусств Тополюк. Может быть, кто-то из вас учился в этой школе. Дальше. Здесь у нас находится здание гидрометеоцентра. Отсюда нам вещают о нашей погоде. А у нас будет погода в ближайшие 10 дней. Так, ну что, в принципе, здесь даже не о чем рассказывать. Кругом одни машины, всякие рекламные щиты, всякие дребедень. Здание офисное, всякие офисы находятся. Вот. А вдалеке очень кирпичное здание. Это у нас детский дом. Детский дом и детский дом. Друзья, мы приближаемся к перекрестку, улица Ленина, улица Запарина. Про улицу Запарина у меня есть видео на канале. Кому интересно, можете посмотреть. На крайний случай я сброшу ссылку в описании под этим видео. Пошли, переходим в улицу Запарина. Аккуратно, скользко. Дом жилой. Кто помнит, то раньше жил в Хабаровске. Здесь находился магазин «Кооперация». Сейчас тут куча всяких магазинов и супермаркет, и мини-маркет, и магазин «Любимый» с химией, там, с косметикой. Ну, как везде. Как всегда и как везде. Продолжаем наш путь. Сейчас мы проходим мимо здания Российской академии народного хозяйства. Вот так вот. Там у нас напротив гостиница «Амур». И потом о ней поговорим. Идем далее. Заходим у нас небольшой скверик. В одном из видео, по-моему, пролетели, я его уже показывала. А сейчас мы приближаемся к перекрестку, улица Ленина, улица Волочаевская. Вот. Кстати, друзья, у меня на канале есть одно уже видео про улицу Ленина. Это было снято в прошлом году. И оно не полное. Как бы. Я решила как бы сделать уже по всей улице Ленина.
Вот сейчас улица Волочаевских идет. Друзья, сейчас мы приближаемся к перекрестку улица Ленина, улица Широнова. Опять же, на моем канале есть видео об улице Широнова, я его снимала. Можете посмотреть. Здесь трамвайная линия уходит. Большой рыночек находится. Опять же военный штаб какой-то. Трамвай стоит. Вот перекресток. Улицу Широнова мы с вами перешли. Идем дальше. Опять всякие баннеры. Господи, как они меня раздражают. Вы представляете, друзья, если убрать вот эти вот все вот щиты, вот эти вот всякую ерунду, то, что на столбах понаклеено всякие объявления. Представляете, как город будет выглядеть красиво. А это просто какой-то кошмар. Вот у нас здесь находится военная комендатура. Вот. Пожалуйста. Может быть, кто-то с ней знаком. Идем дальше. Хорошо так на улице, знаете, свежий воздух. Ветра нет, мороза нет. Снежочек такой небольшой падает. Просто здорово. Друзья, мы с вами подходим к перекрестку. Улица Ленина, улица Пушкина. То есть даже, как вам сказать, та улица Слободская, она переходит вот на этом перекрестке, она переходит в улицу Пушкина. А вот здесь у нас раньше находилась площадь Блюхера, и теперь там идет ремонт, и я не знаю, сколько он будет длиться, и что там будет. Так что посмотрим. И перекресток улицы Широнова, улицы Слободской, улица Ленина. Подходим к дому номер 40 по улице Ленина. Мы все еще с вами идем по чудной стороне. Вот здесь у нас жилые дома. Сталинской постройки. Вот. В принципе, здесь вот по улице Ленина идешь, ну что такого, никаких вот каких-то исторических зданий нет. Нашли какие-то магазины, одежда, обувь, свет, электроника, аптеки. Короче говоря, ничего интересного. Так, друзья, мы что-то сейчас подходим к перекрестку. Какая же это улица? По-моему, это улица Вострецова. То есть перекресток улицы Ленина и улица Вострецова. Вот.
друзья, подходим к перекрестку улица Постышева, улица Ленина. А улица Постышева я уже упоминала в одном из видео. Перекресток. Вот здание, знаете, я даже не знаю, что это за здание. Такое немножко мрачноватое. Ну, сейчас, может, что-то написано здесь. Ну, написано улица Ленина 50. Все, что там написано. И всякие какие-то салоны. Может, это что-то с военной не связано. Да, скорее всего. Потому что там дальше очередное военное сооружение по штабу. Идем. Да, я по-моему, кстати, вот эти дома жилые, все они построены солдатами. Здесь у нас находится магазин Sony. Да, вот это вот дом с колоннами. Это штаб очередной. Видите, тут как много у нас военных, то есть объектов, связанных с военными. Идем дальше. Друзья, подходим к перекрестку улица Дикопольцева, улица Ленина. Про улицу Дикопольцева я тоже снимала видео. Кому интересно, пожалуйста, заходите на канал и смотрите. Вот это перекресток. Тоже я показывала. Туда вниз и дальше. Там начинается улица лейтенанта Артема. Гуляем дальше. Здесь общежитие у нас. Что же это общежитие? По-моему, лицей или институт, как он называется, информационных технологий, по-моему. Общежитие номер 2. Институт. Инфокоммуникации. Вот. Это их общежитие. Постепенно мы приближаемся к концу улицы Ленина. Вот этот институт. Хабаровский институт инфокоммуникации. Ну, в свое время он был техником. Сейчас он стал институтом. Интересно. Ну вот, подходим к перекрестку. Улица Ленина, улица Лермонтова. Идет улица Лермонтова. И оттуда. Оттуда, кажется. Идет оттуда. Или оттуда. Ну, не важно. Перекресток. Так, друзья, мы сейчас с вами перейдем на другую сторону. Перейдем каким способом? Через подземный переход. Вот здесь подземный переход. Здесь очень скользко.
бежать по зоне перехода. Всегда китайская мишура. Очень интересно. Единственное, уже обратила внимание, вот эта карточка маленькая. Все вроде более-менее прилично. Знаете, вот дует я под снег на микрофоне. Все, мы вышли с вами на противоположную сторону. Будем продвигаться назад. Я хочу вам показать это вот здание, на котором написано «Искусство принадлежит народу». Это дом культуры был, завода дали Энергомаш. Это сейчас, конечно, там построили, там переделали зал полностью. Вроде как там говорят, что там очень хорошая акустика. Ну, не знаю, мы там выступали, я, в принципе, такого особого восторга не получила. Не знаю, может быть, в зале зрителям хорошо это понятно. Когда на сцене играешь, не очень понятно, какая там акустика. Ну вот, друзья, посмотрите. Вот это вот заводоуправление дали Энергомаш. Вот на этом месте раньше находилась площадь 50-летия СССР. Теперь ее нет. Теперь просто, видите, вот этот вот перекресток Ленинградская Ленина. И все. Сейчас продолжим нашу прогулку. В этот раз мы уже от конца улицы Ленина прогуляемся к ее началу. Пойдем мы с вами по нечетной стороне улицы Ленина. Смотрю, пока зарядика у меня хватает. Хорошо. Смотрим. Вот смотрите, улица Ленина, дом 83. Здесь точно такие же домики, как на противоположной стороне. Тоже натыкано всяких магазинов, всяких вывесок. Очень всякая ерунда. Еще интересно. Абсолютно, что интересно. Теперь подходим к улице Лермонтова. Перекресток Ленина Лермонтова. Дом номер 67. Наш первый дом. Подозрительно, что на меня смотрит. Интересно, вот многие же смотрят YouTube, всякие разные видео, когда на улице встречают человека с камерой, так удивляются. Интересно. Так, улица просто шагнулась впереди.
технологий. Вот это у нас магазин электроники ДНС. Сетевой магазин ДНС Гипер. Есть во всех городах России. Классно. Ну вот, друзья, подходим к перекрестку улицы Ленина, улицы Пушкина. Друзья, вот здесь у нас, смотрите, школа. Школа номер 12. Может быть, кто-то из вас здесь учился. Друзья, у меня вчера именно вот на этом месте разрядился телефон, и съемка прекратилась. И пришлось мне записывать видео, продолжение видео, уже на следующий день, сегодня. Но сегодня, видите, у нас солнце, солнечная погода. Вчера был снежочек. Ну, вернемся к нашему путешествию. Сейчас мы перешли улицу Широнова и идем в сторону площади Славы, то есть в сторону, где заканчивается улица Ленина. Да, друзья, еще одно новшество. Сегодня я уже снимаю на другую камеру. Уже именно на камеру, а не на телефон. И микрофон у меня немножко другой, потому что вчера я послушала свои, так сказать, видео. И звук мне совершенно не понравился. Ну уж как есть, так есть. Уже переснимать не буду. В следующий раз уже буду иметь в виду. Ну а сейчас мы подходим опять к перекрестку улицы Волочаевская, улица Ленина. Вот. И наше путешествие, наша прогулка потихонечку подходит к концу. Сегодня у нас, кстати, похолоднее. Есть ветер. И уже примерно градуса 22. Ну вот. Мы с вами перешли улицу Волочаевскую. Сейчас идем дальше. Гуляем потихоньку. Друзья, сейчас мы подходим с вами к гостинице «Амур». Так, и приближаемся к перекрестку улица Дзержинского, улица Ленина. Еще немного остались отголоски Нового года. Елочки еще кое-где стоят. Игрушечки, украшения есть. Кстати же, сегодня же Старый Новый год. Так что, дорогие мои друзья, я вас всех категорически поздравляю со Старым Новым годом. Желаю всего самого наилучшего. Так, вот здесь у нас находится театр Триада. Ну вот, перекресток. Улица Лопарина, улица Ленина.
Сейчас мы перейдем и его. В общем-то, друзья, наше путешествие подходит к концу. Прогулочка получилась довольно-таки длительной. Я надеюсь, что вам понравится. Друзья, вот и заканчивается наша прогулочка по улице Ленина. Дальше я уже не пойду, потому что дальше, в принципе, я уже снимала в своих других видео. Сейчас мы дошли до улицы Фрунзе. Ну и, в принципе, там чуть-чуть и уже будет площадь Славы. Друзья, я надеюсь, вам понравится моя прогулочка.